Всем привет! На моем канале уже более 60 видео, и все эти видео я сам лично снял, смонтировал и выложил. За те несколько лет, что я снимал эти видео, я успел сделать достаточно большое количество ошибок. То с картинкой что-то не так, то со звуком, то с обработкой, то с выкладкой. И я очень надеюсь, что это видео как раз поможет избежать вам этих ошибок и сделать все правильно сразу. Снимаю я это видео потому, что у фотографов, как правило, уже есть камера, которая способна не только классно фотографировать, но и снимать очень качественное видео. Но как раз фотографам бывает довольно сложно разобраться во всех тонкостях и настройках видеосъемки. Особенно учитывая тот факт, что информацию о съемке видео нужно собирать буквально по крупицам, потому что она разбросана по YouTube тому же, но очень сложно найти источник, в котором прямо сразу разложена по полочкам вся информация относительно видеосъемки. Поэтому я и решил собрать всю информацию в одном видео. С вами Фотогер и я, Виктор Брусков. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Друзья, а если вам понравится то, что вы увидите в этом ролике, то вы можете поддержать развитие канала донатом, ссылка будет в описании. Первое, что нужно знать о съемке видео, это то, что оно снимается в полностью ручном режиме. Я знаю, что для многих фотографов проблема даже фотографии снимать в полностью ручном режиме. Именно поэтому я снял отдельное видео, и если у вас есть затруднения с этим вопросом, обязательно посмотрите его. Там есть ответы на все вопросы, как выставлять выдержку, диафрагму, ISO и так далее. Но у меня есть для вас хорошая новость, потому что снимать видео в ручном режиме немного проще, чем снимать фото. Допустим, вы решили снимать видео в 4К или в Full HD. От этого будет зависеть качество изображения. То есть, либо это будет 3840 точек по длинной стороне, либо 1920. И после того, как вы определились с разрешением видео, которое планируете записывать, вам нужно выбрать частоту кадров. Это может быть либо 24, 25, 30, 50, 60, 100 или 120 кадров в секунду. Частоту кадров также важно выбрать правильно, потому что она будет влиять и на дальнейший монтаж вашего видео. Две самые стандартные частоты кадров — это 24 и 25 кадров в секунду. 24 кадра в секунду используют в основном в Америке, а 25 кадров в Европе. Данная частота кадров передает движение самым естественным и художественным путем. То есть с такой частотой кадров мы получаем максимально киношную картинку. И отвечая сразу на возникший вопрос, разницы между 24 и 25 кадров в секунду в художественном смысле нет абсолютно никакой. Далее у нас есть опция 30 кадров в секунду. 30 кадров в секунду уже не так художественно передает движение, и эту частоту используют в основном в телевидении. Если резюмировать, то 24, 25 и 30 кадров в секунду нужны для того, чтобы создавать стандартную дорожку. И здесь есть один важный момент. Именно эти три опции нужны для того, чтобы правильно записать голос, потому что именно при частоте 24, 25 и 30 кадров в секунду аудиодорожка и видеоряд у нас будет правильно синхронизирован между собой. И теперь у нас осталась только повышенная частота кадров, то есть 50, 60, 100, 120 кадров в секунду и так далее. Вот такая повышенная частота кадров нужна нам для того, чтобы затем замедлить наше видео. Например, если наш стандартный видеоряд записан в частоте 25 кадров в секунду, то соответственно 50 кадров в секунду мы можем замедлить вдвое, и у нас получится как раз 25 кадров в секунду, но уже замедленного видео. Либо 100 кадров в секунду мы можем замедлить в 4 раза, то есть 100 делим на 4 как раз получается 25 кадров в секунду. И это то, о чем я говорил в начале. Очень важно правильно изначально выбрать частоту кадров. То есть если мы понимаем, что у нас основной видеоряд идет 25 кадров в секунду, значит замедленные видео мы к нему должны записывать либо 50, либо 100 кадров в секунду. И на первый взгляд может показаться, что настроек частоты кадров слишком много, но все намного проще, чем вы думаете. Например, я записываю все свои видео в разрешении 4К с частотой 25 кадров в секунду. Таким образом, я получаю естественный кинематографичный видеоряд с естественным движением, который при этом синхронизируется хорошо с моим голосом. И когда я хочу добавить замедленное видео, соответственно, я снимаю с частотой 50 или 100 кадров в секунду. Поскольку Sony Alpha 7 IV позволяет записывать в разрешении 4К только с частотой 50 или 60 кадров в секунду, соответственно, я выбираю 50 кадров в секунду и получаю замедленное в 2 раза видео, которое я могу наложить прямо сейчас, пока звучит звук моего голоса. Кстати, если у вас в камере нет такой настройки с частотой кадров 25 либо 50 кадров в секунду, это означает, что вам нужно переключиться из формата NTSC в формат PAL. Помимо того, что такая частота кадров передает более естественное движение, более кинематографичное, она упрощает мне все подсчеты
подсчеты. И первый момент, с которым мы разберемся, это с выдержкой, потому что она зависит от частоты кадров вашего видео. Дело в том, что в видеосъемке и в съемке кино существует очень важное правило. Оно гласит так, что частоту кадров нужно умножить вдвое. И, соответственно, это и будет нашей выдержкой. То есть, если я снимаю видео 4К с частотой кадров 25 кадров в секунду, это означает, что моя выдержка должна быть 1/50 секунды. Если я хочу снять замедленное видео 4К с частотой кадров 50 кадров в секунду, значит моя выдержка должна быть 1/100 секунды. Это правило очень важное, потому что изменение выдержки либо в одну, либо в другую сторону приведет к тому, что у нас видеоряд будет дерганым, или наоборот, все кадры у нас будут смазанными, как будто мы находимся в бреду или во сне. И основываясь на этом правиле, я записываю себя даже сейчас. То есть я снимаю в разрешении 4К с частотой 25 кадров в секунду. Выдержка у меня на камере выставлена 1/50 секунды. И почему удобно именно использовать 25 кадров в секунду? Потому что для частоты кадров 24 кадра в секунду по-хорошему нам нужно выставлять выдержку 1/48 секунды, но в камере такой настройки нет. Поэтому мне, как и многим ютуберам, намного проще использовать частоту 25 кадров в секунду, 50 или 100 кадров в секунду. И в зависимости от этого у меня будет выставляться выдержка 1/50 секунды, 1/100 секунды и 1/200 секунды для частоты кадров 100 кадров в секунду. Единственное исключение по длине выдержки у нас составляет, когда мы хотим использовать какой-то художественный прием. То есть мы хотим увеличить динамику в кадре, тогда, соответственно, мы можем поставить не 1/50 секунду, а 1/100 секунду при съемке 25 кадров в секунду. Такой прием добавит больше динамики как раз в какой-нибудь динамичной сцене. Например, при съемке игры в футбол, когда игроки двигаются по полю очень быстро, то, чтобы добавить динамики, мы можем использовать увеличенную частоту кадров. Тогда у нас как раз будет меньше естественный смаз, и движения будут выглядеть более резкими. Или наоборот, когда мы хотим создать художественный прием, когда у нас, например, у главного героя какое-то головокружение, и мы снимаем от первого лица, тогда можно установить выдержку 1/25 секунды при съемке 25 кадров в секунду, и движения в кадре у нас начнут выглядеть более сюрреалистичными, потому что у нас будет больше смаза на каждом из кадров. И сейчас у вас должен возникнуть вполне закономерный вопрос. Если выдержка в видео должна быть фиксированной, например, 1/50 секунды, в случае, если мы снимаем с частотой кадров 25 кадров в секунду, то как быть при дневном свете? Например, если мы снимаем со светосильной оптикой с диафрагмой f2.8, хотим размыть задний план, соответственно, используем диафрагму 2.8. Соответственно, мы уперлись в минимальное значение ISO 100, но картинка у нас будет, конечно же, пересвеченная. Что делать в таком случае? Здесь нам на помощь приходит ND-фильтр. ND-фильтр или фильтр нейтральной плотности нам нужен только для того, чтобы затемнять изображение. И существуют ND-фильтры с фиксированным значением, и существует циркулярный нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью, который позволяет нам плавно регулировать затемнение как раз нашего изображения. Поскольку главная задача нейтрально-серого фильтра — это просто затемнить изображение, очень важно, чтобы этот цветофильтр был качественным, потому что он не должен давать ни цветовых, ни каких-либо других искажений на нашем изображении. Я использую нейтрально-серый фильтр от компании Benro. Дело в том, что в нем используется немецкое качественное стекло SCHOTT, которое также применяется и в одних из моих самых любимых объективах Zeiss. Помимо этого, он очень качественно собран и имеет всякие пыли-влагоотталкивающие свойства и подбирается в зависимости от резьбы вашего объектива. И фильтр нейтральной плотности — это первое и самое важное вложение, которое вы должны сделать после покупки камеры либо объектива для съемки видео, потому что только с помощью нейтрально-серого фильтра вы можете сохранить фиксированную выдержку и добиться киношной плавной картинки с естественным движением. Если тоже захотите приобрести себе фильтр Benro, то я укажу в описании ссылку, а также там будет промокод, по которому вы сможете купить его на 10% дешевле. В серьезных профессиональных видеокамерах, которые используются в крупном продакшене или телевидении, нейтрально-серые фильтры с переменной плотностью встроены уже непосредственно в корпус самой камеры, и все, что нужно делать, это крутить рычажок, и тогда плотность меняется, и изображение у нас либо затемняется, либо осветляется. А для нас, фотографов, как раз существует такое решение, как циркулярный нейтрально-серый фильтр. Точно так же, как в кинокамере, мы подкручиваем этот фильтр и добиваемся того, что у нас изображение светлеет, либо темнеет.
Следующая настройка — это настройка диафрагмы, и диафрагму мы используем как художественный прием, соответственно, когда мы хотим размыть задний план, мы используем более открытую диафрагму, как у меня сейчас в данном случае. Я снимаю себя на объектив 50 мм с диафрагмой 1.2, и я установил диафрагму как раз на значение 1.2. Соответственно, фон за мной более размыт, и именно так и нужно использовать диафрагму, как творческий прием. И наоборот, если я хочу прорисовать задний план, соответственно, я буду использовать более закрытые значения диафрагмы. А что касается значения ISO, то я использую самое маленькое значение ISO, в данном случае у меня на камере значение ISO 100, потому что я получаю минимальное количество шумов. Здесь все то же самое, как и в фотографии, но есть одно исключение, о котором я расскажу чуть позже. И последняя настройка, касающаяся основных установок, это баланс белого. Дело в том, что при видеосъемке баланс белого также должен быть установлен ручным образом. Для этого я использую буковку К, то есть устанавливаю баланс белого вручную, и он у меня выставлен сейчас в значении 5600 кельвинов. Сделал я это потому, что осветительный прибор, который светит на меня прямо сейчас, он как раз имеет цветовую температуру 5600 кельвинов, то есть он приближен по своей температуре к солнечной погоде. Поэтому в солнечную погоду я также буду использовать значение 5600 кельвинов. Получается, что даже в контролируемых условиях, в условиях домашней студии, я выставил фиксированную цветовую температуру. И это тем более важно делать, когда у нас изменяются световые условия. То есть, когда мы снимаем вечером или наоборот утром с естественным светом, очень важно выставить правильную цветовую температуру. Все, что я для этого делаю, я выставляю значение баланса белого в буковку К, как я и сказал, и дальше вручную выставляю количество кельвинов. То есть, от 2700 кельвинов до 9000 можно регулировать на глаз температуру, чтобы было не слишком холодно и не слишком тепло. Картинка была нейтральная по своей цветовой температуре. Исходя из всех вышеперечисленных настроек, давайте пробежимся по тому, как я записываю себя сейчас. Итак, 4К видео, 25 кадров в секунду, частота кадров, соответственно выдержка 1/50 секунды, диафрагма f1.2, ISO 100. И благодаря тому, что я сейчас нахожусь в контролируемых условиях, то есть я могу менять как раз освещенность своих осветителей, которые находятся вокруг меня, я добиваюсь как раз той картинки, которая мне необходима по экспозиции. Например, основной источник, который светит на меня сейчас, это большой октобокс. Он выставлен по мощности на 8%. Всего 8%, потому что я снимаю себя на диафрагме 1.2 и выдержка у меня 1/50 секунды. И то же самое касается остальных осветительных приборов, они также выставлены в минимальном значении по мощности. Большой октобокс, у него световая температура 5600 кельвинов, соответственно и баланс белого я выставил 5600 кельвинов. И такой принцип работы, когда мы регулируем все освещением, именно, а не настройками камеры, у нас работает и при съемке творческих каких-то работ в студии точно так же. Сначала выставляются фиксированные настройки в камере, а затем уже мощностью осветительных приборов подгоняется все для правильной экспозиции или нужного художественного эффекта. Соответственно, если мы находимся в условиях съемки с естественным светом, то там мы уже подстраиваемся под него, в том плане, что у нас будет меняться цветовая температура, и мы должны каждый раз ее подстраивать вручную, и точно так же у нас будет меняться степень освещенности. Это означает, что нам нужно будет постоянно подкручивать фильтр нейтральной плотности, чтобы добиваться необходимой нам экспозиции. С настройками основного видеоряда мы разобрались, теперь перейдем к замедленной съемке. Дело в том, что если мы создали себе дорожку 25 кадров в секунду, то, соответственно, замедленное видео у нас должно быть либо 50, либо 100 кадров в секунду, чтобы замедлить это видео в 2 либо в 4 раза. Это значит, что в нашем проекте, который мы создали изначально, с дорожкой 25 кадров в секунду, мы закидываем файл 50 кадров в секунду и замедляем его, например, на 50%, то есть оно получается замедленным в 2 раза. Идеально ложится на такую дорожку. Это первый вариант, то есть мы можем замедлять видео вручную после съемки, тогда оно записывается со звуком. И также у нас есть второй вариант. В камерах Sony, вот, например, у меня в Alpha 7 IV, есть такой режим, который называется S&Q, то есть Slow and Quick, либо замедленная, либо ускоренная съемка. И именно через этот режим я всегда рекомендую либо записывать замедленные видео, либо писать таймлапсы.
В этом режиме видео записывается без звука, но при замедленном видео нам звук как раз и не нужен. И вообще, как правило, никем не используется. Плюс еще одно преимущество при записи в режиме SNQ — это то, что видео уже получается замедленным либо ускоренным. Соответственно, если я выставил в режиме SNQ настройку 25 кадров в секунду, при этом запись 50 кадров в секунду, то есть я даю понять, что я хочу получить видеоряд, который уже 25 кадров в секунду, но при этом записанный из 50 кадров в секунду. То есть я сразу же получу замедленное в 2 раза видео, и мне не нужно будет его замедлять на посте. Из-за того, что это видео уже записывается в камере замедленным, я могу сразу же воспроизвести его и посмотреть в замедленном виде, например, на самой съемке, и понять, устраивает меня замедленное движение, которое записалось, либо нужно переснять еще дубль. Я называю этот режим волшебный режим SNQ, потому что он экономит мое время и действительно очень удобен, и я всем рекомендую пользоваться именно им. Теперь я хочу поговорить немного про разрешение, потому что, как я и сказал в начале, все свои видео я записываю в разрешении 4К. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы я мог свой единственный план с одной камеры дальше кропать. Для того, чтобы в моем разговорном видео появлялась динамика и, так сказать, перебивка плана. И даже когда в видеоредакторе я создаю себе проект в 4К разрешении, вот эти кропы, которые я создаю впоследствии, они сильно не влияют на изображение, они практически не видны глазу. Если бы я писал такое видео в формате Full HD и еще бы делал из него кроп, вот тогда была бы заметна очень сильно потеря качества. А так я, получается, убиваю двух зайцев. Соответственно, для съемки в горизонтальном формате я чаще всего использую как раз 4К разрешение, потому что, во-первых, я могу сделать небольшой прикроп, то есть немного увеличить фокусное расстояние. И второе, из 4К видео я всегда могу сделать вертикальное Full HD видео. То есть исходно я снял горизонтальное видео, а потом могу получить из него вырезанное как раз вертикальное видео в формате Full HD, которое идеально и более чем достаточно для соцсетей. Но если я знаю, что я снимаю именно вертикальное видео для соцсетей, и мне оно не нужно в горизонтальном виде, тогда я буду использовать качество Full HD. Вот там мне 4К как раз не особо нужно. И то же самое касается режима SNQ. Дело в том, что в камере Sony Alpha 7 IV режим SNQ способен писать в 4К с частотой 50 кадров в секунду, а в Full HD можно уже писать с частотой 100 кадров в секунду. Это значит, что видео можно замедлить в 4 раза. И если я хочу снять вертикальное видео, замедленное в целых 4 раза, то я сниму его лучше в Full HD, и для соцсетей это более чем идеально. Следующее, что нас интересует при съемке видео, это формат изображения, потому что так же, как и в фото, у нас есть разные форматы, такие как RAW, сжатый RAW, не сжатый RAW, JPEG изображение, какого-то большого, маленького размера. Примерно то же самое происходит и при съемке видео. И первая настройка, которая существует, это настройка кодека изображения. Например, в Sony Alpha 7 IV это 3 разных кодека. И все 3 этих кодека отличают, во-первых, их размер, то есть сколько места они будут занимать на карте памяти и в дальнейшем на компьютере, а также степень сложности по обработке этих кодеков вашим компьютером. И парадокс видеосъемки заключается в том, что чем больше кодек занимает место на карте памяти и на жестком диске, тем легче компьютеру его монтировать, потому что он не сжатый. А сжатые кодеки как раз занимают меньше места, но и компьютеру приходится их как бы распаковывать и затем монтировать. То есть компьютеру приходится напрягаться намного сильнее. И начну я как раз со среднего кодека, который есть практически в любой камере Sony, это XAVC-S. Именно с этим кодеком я записываю себя прямо сейчас. И у него есть баланс между тем, сколько он весит, и тем, насколько тяжело компьютеру его обрабатывать. Следующий по сложности это кодек XAVC-HS. И его рекомендуется использовать с новыми компьютерами типа MacBook Pro на чипе M1, M2. Тогда компьютер справится с обработкой такого кодека. То есть он посложнее в обработке, но он еще более сжат и, соответственно, занимает меньше места на карте памяти. Так вот, для того, чтобы записывать в этих кодеках в разрешении 4К, вам нужно использовать карты UHS 2 со скоростью V60.
То есть на карточке памяти обязательно должна быть надпись V60. И тогда вы без проблем сможете записывать в этом кодеке в 4К разрешении как обычные видео с частотой 25 кадров в секунду, так и замедленные видео 50 кадров в секунду. И существует также третий кодек, который занимает больше всего места, но компьютеру проще всего его монтировать, потому что он не сжатый. Кодек XAVC-SI. И этот кодек, в отличие от первых двух, он записывает каждый кадр последовательно один за другим, в то время как кодеки S и HS дорисовывают кадры, забирая информацию из предыдущих кадров. Мы получаем самое высокое качество изображения в плане передачи движения. И также вашему компьютеру проще всего будет с ним работать. Компьютеру не нужно напрягаться для того, чтобы его распаковывать и затем заниматься обработкой изображения. Но для такого кодека нужно использовать карту SD UHS 2 со скоростью V90. Опять же, чтобы упростить всю информацию по кодекам, скажу лишь то, что я записываю себя сейчас с кодеком XAVC-S, то есть средний по размеру и по обработке кодек, и изображение вполне получается качественным, и этот кодек я использую в 90% случаев, кроме тех, когда мне нужно получить самое высокое качество изображения, и тогда я буду использовать кодек XAVC-SI. Ну и как я и сказал, что если вы захотите снимать в самом мощном кодеке, который занимает больше всего места, но зато который записывает каждый кадр, то вам понадобится раскошелиться на карточку памяти. Плюс к тому у Sony Alpha 7 IV есть поддержка также и формат карт памяти CF-Express-A. Вот они вообще способны записывать в любом кодеке и с абсолютно любой частотой кадров. Следующая настройка после настройки кодека у нас битность изображения. И для камеры Sony Alpha 7 IV у нас существует выбор снимать либо в 8 бит, либо в 10 бит. Это как раз то, что отличает Sony Alpha 7 IV от Sony Alpha 7 III и от большинства камер Sony. В каких же случаях нужно выбирать 8 бит, а в каких 10 бит? В тех случаях, когда мы снимаем изображение максимально приближенное к финальному, то есть у нас не будет каких-то существенных правок или изменений, то мы снимаем 8 бит. Так же, как я делаю это сейчас. То есть я выставил свет и отрегулировал все таким образом, выставил цветовую температуру, чтобы мне не пришлось в дальнейшем вмешиваться при постобработке в изображение. И вот я получаю как есть изображение прямо из камеры, без каких-либо накруток, там цветовых профилей. У меня сразу же получается качественная, красивая картинка. И она как раз снята с битностью цвета 8 бит. То есть 8 бит мы используем тогда, когда нам не нужно последующее вмешательство в изображение. Если же мы хотим получить какой-то художественный эффект, то есть использовать в дальнейшем покраску нашего изображения, в таких случаях мы как раз записываем с цветностью в 10 бит, потому что цветовой окрас в таких случаях у нас получается шире и дает нам большую маневренность при обработке изображения, и тогда оно не начинает сыпаться по цвету, потому что у нас не будут возникать какие-то артефакты или где-то рваться цвет в изображении. И если коротко, то 8 бит мы используем как финальное изображение, то есть только для того, чтобы выложить на таймлайн, подрезать, где нам нужно, совместить с другими какими-то кусками и сразу же выложить. А 10 бит мы используем как раз для художественной работы, где мы предполагаем работу с корректировкой изображения, как по экспозиции, так и работу с цветом, тогда мы используем как раз 10-битное изображение. И при этом неважно, снимаем мы в 8-битном цветовом охвате или в 10-битном, мы всегда выставляем максимальный битрейт для того, чтобы получить максимальное качество. Ну и наконец финальная информация и максимальные возможности, которые нам может дать камера такая как Sony Alpha 7 IV, это съемка в S-Log. И если мы хотим получить максимальное видеоизображение из такой камеры, как Sony Alpha 7 IV, это значит, что мы должны снимать в 4К разрешении с битностью цвета 10 бит, с кодеком XAVC-SI и в максимально качественном S-Log или по-другому логарифмическая гамма. То есть для камеры Sony Alpha 7 IV это S-Log 3. Почему мы используем гамму S-Log 3? Это потому, что она дает нам максимальный динамический диапазон, то есть максимально широкий охват от самых светлых участков сцены до самых темных. Для того, чтобы правильно выставить логарифмическую гамму в Sony Alpha 7 IV, нужно перейти в профиль изображения PP8 и выбрать гамму S-Log 3. При этом самый качественный цветовой охват у нас будет S-Gamut 3 синий. Точно так же, как S-Log 3 дает нам максимальный охват по динамическому диапазону, S-Gamut 3 синий дает нам самый качественный охват по цветам.
Помните, я говорил об одном исключении, которое существует при настройке ISO. Так вот, S-Log3 гамма как раз и есть это самое исключение. Потому что как только вы переключились в S-Log3, у вас сразу же иначе отображаются значения ISO. Например, основные значения типа 200, 400, 640 ISO, они все подчеркнутые. И только начиная с ISO 800 все значения идут уже как обычно. Так вот, ISO 800 это и есть базовое ISO для S-Log. Второе базовое значение ISO это 3200, хотя его Sony как бы не афиширует, но оно присутствует, потому что если вы сравните с ISO 1600 или 2500, вы увидите, что на значении 3200 сразу же пропадают шумы. И точно так же дальше значение 3200, 6400, 8000 вы увидите явные шумы. Это означает, что у Sony Alpha 7 IV есть два базовых значения ISO для записи в S-Log3. И как раз эти значения и нужно использовать, то есть 800 и 3200, два фиксированных значения. Как только вы оказываетесь в темных условиях съемки, вы переключаетесь на ISO 3200, а не на 2500 или 6400 и получаете такую же чистую картинку, как и на ISO 800. Ну и как вы понимаете, что если вы будете снимать при значении 800 в дневное время, то у вас явно кадр будет пересвечен, и в таких условиях нам тем более нужно использовать ND-фильтр. И если вам так же, как и мне в начале, казалось, что работать в S-Log это как-то сложно, что нужно как-то уметь красить изображение, обладать какими-то профессиональными навыками, то это уже далеко не так. Сейчас все, что нужно сделать для такого изображения, это, например, выбрать просто определенный лут. Сейчас очень много кто выпускает такие луты. Это своего рода как пресеты для RAW изображений, когда мы используем их фотографии. То же самое и в видео. То есть мы снимаем в S-Log 3, как будто мы снимаем в RAW с самым широким охватом, и как раз когда мы накидываем на такое изображение еще и пресет, то оно получается у нас максимально качественным. И на самом деле получить очень крутое изображение вообще можно в один клик. Всего лишь применить на такую серую дорожку, на нашу видео, снятое с логарифмической гаммой, один какой-то конкретный лут. Им можно добиться реально классных кинематографических цветов. Например, одним из самых лучших считается Phantom Loots, но они стоят соответственно, и поэтому можно прибегнуть к другому выходу. Есть также много и тех, кто выпускает бесплатные луты. И тут стоит начать как раз с фирменных лутов Sony, которые Sony непосредственно выпускает для камер. Их все можно скачать бесплатно, они создаются там вместе с какими-то видеокреаторами, и поэтому можно подобрать для себя очень художественный вид. И прелесть как раз S-Log заключается в том, что мы можем менять вид нашего изображения. Может возникнуть вопрос, а зачем вообще снимать в S-Log с этой широкой гаммой? И ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Во-первых, чтобы придать какой-то творческий, художественный, киношный вид определенный, и причем который можно менять. То есть, подбирая один лут, мы получаем какое-то теплое изображение, либо применив другой лут, более холодное, и все, мы влияем на настроение нашего видеоряда. И второе, когда мы записываем в логарифмической гамме, она нам позволяет применять манипуляции к этому изображению, то есть если мы где-то чуть пересветили изображение, его можно легко вернуть как в цветах, также и подвытянуть в тенях, то есть оно у нас получается более гибким. То есть две причины, почему нужно снимать как раз в логарифмической гамме. Казалось бы, звучит как будто это намного более сложный процесс, но на самом деле этот процесс прощает намного больше, потому что можно и подкорректировать изображение, и еще и творческий вид к нему применить и добиться какого-то художественного эффекта. Поэтому это очень сильно спорный вопрос. Снимать в обычном кодеке в каком-то и в 8-битном изображении, чтобы сразу получать картинку, либо снимать вот в такой логарифмической гамме и иметь гибкость при последующей обработке. Правда, есть одно условие. Если мы снимаем в логарифмической гамме, изображение нужно правильно экспонировать. Такое изображение не любит, когда оно недоэкспонировано. Дело в том, что если мы снимаем в логарифмической гамме и чуть-чуть недоэкспонировали наше изображение, то у нас съедается информация в тенях, их намного сложнее вытащить. А вот как раз переэкспонированность S-Log гамма очень даже сильно любит. С такими камерами, как Sony Alpha 7 IV, на самом деле уже можно даже и не переэкспонировать изображение, то есть снимать в ноль, но все равно рекомендуется чуть-чуть
его переэкспонировать. Предыдущим поколением камер вроде Alpha 72 рекомендовалось переэкспонировать изображение в значении 1,7 стопа экспозиции. Но в данном случае я бы сказал, что этого можно и не делать, поэтому если вы будете придерживаться экспозиции в районе 0, либо плюс 1,7, то есть в этом диапазоне, то у вас с изображением все будет отлично, и оно будет гибким и поддаваться как раз обработке очень даже хорошо, с огромным запасом динамического диапазона как в тенях, так и в цветах. И самое крутое, что при записи S-Log можно использовать специальный ассистент, который помогает видеть изображение не серым и плоским, а таким, какое оно получится после покраски. Поэтому при записи в S-Log 3 обязательно активируйте поддерживающий дисплей гамма. Относительно покраски и съемки в логарифмической гамме я уже сказал, в 90% случаев я не использую покраску, соответственно снимаю в 8-битное изображение, кодек XAVC-S, но с максимальным битрейтом. И все, получаю чистую картинку. Я уже не раз хвалил, что в Sony Alpha 7 IV исходная картинка даже в 8-битном виде, она уже классная и качественная, то есть не обязательно записывать в логарифмической гамме. Но тогда нужно учитывать все при съемке и соблюдать правильную экспозицию, правильный баланс белого, потому что дальше у нас меньше как раз подвижек по обработке такого изображения. И в остальных 10% случаев, когда я хочу получить художественную картинку и еще иметь гибкость при обработке, то есть создать художественное произведение, видеопроизведение, тогда я буду снимать в логарифмической гамме с кодеком XAVC-SI, то есть максимальным, и в цветовом охвате S-Gamut 3 синий. Ну и как вы поняли, для съемки видео придется раскошелиться. Во-первых, нужно обзавестись обязательно ND-фильтром. Второе, это нужно иметь быструю карту памяти для того, чтобы записывать как раз в необходимых кодеках. И дальше уже пойдут всякие обвесы, вот, например, ручка, и тут вы обязательно узнаете о компании SmallRig, которая делает всевозможные клетки, на которые можно установить как раз ручки. В данном случае ручка устанавливается на горячий башмак, что очень удобно. У нас появляется хорошая развесовка, и мне даже можно не использовать стабилизатор для того, чтобы плавно передвигаться с камерой в кадре. С такой ручкой намного лучше держать баланс между камерой и объективом, чем снимать вот так с рук и передвигаться точно так же на ногах. Здесь у нас есть возможность соблюдать центр тяжести, именно поэтому такие ручки очень удобны. И я бы сказал, что такую ручку тоже желательно иметь первым делом, потому что она существенно облегчает нам работу. А дальше возникнет необходимость в том, чтобы докупить себе внешний большой монитор, по нему ориентироваться, как у нас проэкспонировано изображение. Такой монитор как раз крепится либо на ручку, либо на клетку, а там, глядишь, уже и недалеко до производства собственного клипа, фильма или сериала. И, друзья, несмотря на то, что популярность видео растет с каждым днем, фотография все равно никуда не девается, особенно профессиональный сегмент, например, студийный. И если вы хотите узнать больше о студийной фотографии, тогда я приглашаю вас на свой курс «Студийный свет», в котором я делюсь всеми своими секретами, которые необходимы как для коммерческой, так и для творческой студийной работы. Узнать все подробности и записаться на курс вы можете на моем сайте, ссылку я оставлю в описании. В этом видео я охватил все технические вопросы, которые могут возникнуть у фотографа, когда он начинает съемку видео. Дальше уже идут художественные аспекты и вопросы того, как мы как раз создаем наш контент, создаем наши видео. Это совсем уже другая история. На этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Также подписывайтесь на канал, если вдруг этого еще не сделали. И всего вам доброго!